Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. По многочисленным просьбам трудящихся наших подписчиков расскажу вам о самом простом, о фотоаппарате «Зенит». Это самый массовый аппарат, который был в свое время советский, «Зенит Е» модель. И сейчас он активно используется, в том числе молодежью, студентами, хипстерами, которые снимают на пленку. Мы сейчас за границей фотоаппараты «Зенит» с водкой не продаем. Я покажу самую простую вещь, как зарядить «Зенит» пленкой и как его разрядить после того, как она будет отснята. Вот аппарат самый простой, классический, «Зенит ЕТ». Но «Зенит Е» немногим отличается на самом деле, то есть только переключением выдержек. То есть, в принципе, машина очень надежна, если шторки на нем целые и сам аппарат целый, он будет отлично снимать. Я использую кассету такую, скажем, самостоятельной зарядки. Она стандартная советская кассета разборная. В нее зарядил черно-белую пленку. Но на самом деле можно использовать и обычную пленку Kodak, Fuji, которые сейчас выпускаются, и любые черно-белые, цветные пленки. И зарядка ничем не отличается на любых видах пленки. Вот. Главное, что сейчас я покажу, как это все происходит. Сначала мы оттягиваем вверх замок. Саму кнопку обратной перемотки, открывается крышка. Мы видим фильмовый канал. Продуваем сначала, чтобы не было пылинок. Вот собираем, чтобы пленка ни обо что не терлась. И вставляем кассету нижней катушкой, вот нижним этим концом вниз обязательно. А пленка должна, эмульсия пленки, вот эмульсия, должна идти к кадровому окну, то есть самой шторки. Вставляем к объективу, защелкиваем сверху этим замком прижимной обратной перемоткой, протягиваем пленку. Лучше это все делать не на таком ярком свету, а закрывшись как-то, то есть хотя бы от прямого солнечного света, чтобы лучи не попадали под кассету. Ну, поскольку у нас пленка это учебная, мы не боимся ее засветить, поэтому вытаскиваем примерно вот столько и саму пленку пропускаем вот в этот паз катушки намоточной, а перфорации пленки должны попасть в зубчатый барабан. И, придерживая все это вместе рукой, мы вращаем заводной рычаг так, чтобы перфорации попадали в зубчатый барабан, а кончик пленки торчал из приемной катушки. Вот так один раз проворачиваем, убеждаемся, что пленка идет, все ровно, и потихонечку закрываем крышку. Щелкаем один раз, второй раз, третий раз и четвертый раз у нас уже будет боевой. Четвертый раз будет боевой, то есть пленка, уже засвеченный кусочек ушел. И мы выставляем счетчик метража пленки на 0. Он, кстати, попал вот у нас вот этим колесиком, выставляем на 0. Его все, аппарат готов к съемке. Мы его помещаем в футляр и снимаем. 36 кадров у нас, да, в этой пленке. Ну, мы снимем несколько кадров. И обращаем внимание, когда вы крутите, снимаете, чтобы знать, что точно пленка мотается, она должна быть без щелчков, без рывков идти. И при этом катушка обратной перемотки, во время перемотки, должна вращаться свободно. Если она там, допустим, пленка сбилась, ну, немножечко ее подкрутите назад, чтобы она приняла хорошее, намоталась. И теперь следите за тем, что пленка мотается, значит, у нас все перематывает и все работает. Как только пленка закончилась, и тут очень важный момент в «Зените», вы должны это почувствовать. Раз, и пленка дальше не идет, стопорится. Ни в коем случае не надо рвать, пытаться прокрутить пленку дальше.
все, сразу же заканчивайте съемку. Иначе пленка лопнет, порвется, и извлечь ее будет крайне трудно. Надо будет открывать это все в темноте, склеивать. Если эта пленка цветная, для проявки там почти 41 процессу, либо слайд, это целая история, потому что ее надо в обратную в кассету вклеить и так далее. Если черно-белая, ну, сами проявите. Поэтому, как только вот пленка встала, мы делаем что? Закрываем крышкой объектив, чтобы, не дай бог, не было подсветки. Нажимаем затвор, спуск затвора, он не полный спуск должен быть. И вот здесь вот есть, в одних зенитах вот есть вот такая вот штучка, кнопка обратной перемотки. В некоторых это, по-моему, нажимная, то есть на зените Е, то есть она проворачивается. Но здесь делается вот так, она зажимается до упора. И там деблокируется в это время, деблокируется зубчатый барабан. И уже можно обратной кнопка перемотки вот так открывается. Открывается такая ручечка. И этой ручечкой по часовой стрелке, вот видите, не идет, да? Значит, надо что сделать? Вот здесь подприжать иногда, чтобы она свободно шла. То есть иногда вот заедает, то есть это на зените может быть. Все, пошла. И теперь мы плавненько крутим это пленку до того, как мы почувствуем, что пленка проскочила. То есть она стала крутиться быстрее, то есть меньшим усилием, значит пленкочка смоталась и попала вся в кассету. Теперь мы достаем аппарат из футляра, открываем его и извлекаем аккуратненько кассету. После чего, опять же, остатки пленки могут оставаться, вот такие вот обрывки. Это вот начало ее пленки, если она сухая, или какие-то заусенцы. Все это продуваем кисточкой, резиновой грушей, либо вот так, хотя бы как делаю я. Все. И заряжаем следующую пленку, то есть аппарат. То есть все здесь понятно. То есть ничего сложного нет, поэтому снимайте на пленку, подписывайтесь, ставьте лайки, смотрите вечернего Шуберта. Пока!